Всем добрый день, вы на канале Шитие Мое, меня зовут Оля, и сегодня я покажу, как просто, легко, сразу на ткани построить замечательные брючки. Сколько же нужно нам ткани? Если у вас до 100 сантиметров обхват бедер, то в принципе вам хватит одной длины. Я имею в виду одной длины с учетом подгибки, с учетом резинки, с учетом свободы. То есть обязательно, ну хотя бы длина плюс 10 сантиметров. Вот, если у вас обхват бедер больше 100, то для таких брючек вам нужно будет 2 длины. И не забывайте о вот этих прибавках дополнительных. Что значит 2 длины? Я уже себе разложила ткань в 2 сложения. Ну вот у меня она такая большая, я сейчас покажу, что значит 2 длины. Вот она моя вся ширина ткани, 1,5 сантиметра. Метра, 1,5 метра, конечно же. И мы складываем ее вот таким образом в 2 сложения. И вот так мы с вами краим. То есть здесь у нас будет верх, задняя, передняя половинка, и вот так вот вниз мы краим. То есть понятно, да? Но я же буду складывать вот таким образом в 2 сложения. У меня на сегодняшний день обхват бедер 96 сантиметров. Вот так я складываю в 2 сложения. Вот я уже сложила. Здесь у меня сгиб, здесь кромочки. Я вот эту часть себе уже немножечко разгладила, чтобы не было никаких складок, чтобы мне ничего не мешало. И еще, сколько вам прибавлять на свободу, это ваше личное дело каждого. У меня, я даже высчитывать не буду, сколько мне нужно на свободу. Просто смотрите, у меня, допустим, на сегодняшний день обхват бедер 96 сантиметров. Моя ткань в 2 сложения, без учета кромки, ну, примерно 74,5, без учета кромки, да, но если умножим на 2, получается 149 получается. Вот это вся ширина у меня и уйдет на брючки. Так, значит, для удобства я сейчас прорисую кромочку. Можно, в принципе, ее сразу вырезать, то есть отрезать кромочку, но я ее просто сейчас вот так выделю, прорисую мелочком. И от этой кромочки я начну кроить. И для начала я все-таки найду ровный угол и выровню верхний срез. Так. Потому что верхний срез, ну, в любом случае, он в основном всегда неровный. Поэтому мы его должны выровнять. От верхнего среза мы начинаем с вами отсчитывать. Во-первых, мы должны отсчитать высоту сидения. Как ее снять, мы все знаем. К высоте сидения мы должны прибавить на свободу. Если ткань не эластичная ни в одну, ни в другую сторону, то мы прибавляем 3 сантиметра. Минимум, значит, я прибавляю 3 сантиметра. И плюс мы прибавляем 2 ширины резинки. Если ваша резинка, допустим, 1,5, то мы прибавляем еще 3. Если ваша резинка 2, то мы прибавляем 4. Ну, тут понятно, да? Значит, я откладываю от верхнего среза 26 сантиметров моя высота сидения. Дальше я прибавляю 3 сантиметра на свободу. И, ну, у меня, наверное, резинка где-то 2 сантиметра. Я прибавлю 4 сантиметра на резинку. Итого у меня получается 33 сантиметра. Значит, 33 сантиметра я откладываю для удобства, для контроля вот сюда еще. И провожу через эти точки прямую линию. Кстати, все-таки, наверное, скажу пару слов о прибавках. Я здесь не считаю себе прибавку, но к такой модели брюк необходимо прибавить как минимум 30 сантиметров к обхвату бедер. Почему? Потому что примерно, опять же, примерно 15 сантиметров у нас уйдет на вот эти вырезы, да, передняя и задняя половинка. Примерно 15 сантиметров. И остальные 15 сантиметров у нас пойдет на свободу. Итак, я беру свой обхват бедер, у меня это 96 сантиметров, и теперь нам нужно на заднюю половинку взять 1/10 обхвата бедер, то есть 9,6 в моем случае. Значит, от вот этого среза, от этой линии я откладываю 9,6 и поверху откладываю 9,6 для удобства и соединяю 2 эти точки.
Теперь вот это расстояние дальше я не отмеряю. Я просто от сгиба откладываю 1/20 обхвата бедер. То есть, ну, у меня примерно 4,8 получается, 4,5 я беру. 1/20 обхвата бедер. Так, и тоже соединяю две эти точки. И теперь давайте проверим, сколько я все-таки добавила на свободу, то есть сколько у меня получилось на свободу. От этой линии до этой линии я вот так измеряю. И у меня получается ровно 60. Умножаю на 2, потому что это половинка. Умножаю на 2, получаю 120. И отнимаю свои 96 сантиметров. И получается у меня разница, то есть на свободу 24 сантиметра. Можно сделать поменьше, можно в принципе и побольше. Но ткань габардин, я думаю, что все-таки слишком это много. Если у вас ткань достаточно мягкая, вот такая, вот у меня тут брючки лежат, какая-нибудь вот шелк, атлас или что-то вот такое вот мягкое, струящееся, то можно сюда, вот здесь как раз у меня 24 сантиметра на свободу, к обхвату бедер. Вот эти брючки сидят замечательно, можно даже еще и больше. А габардин, он такой более плотный, поэтому я сейчас буду убавлять. Но я прибавлю не 24, пусть у меня будет 16 сантиметров. К моим 96 сантиметров я прибавлю 16, получаю 112, значит делим пополам, получаю 56 сантиметров. Вот 4 сантиметра мне нужно убрать. Значит, сюда 56 сантиметров. Вот так. Вот они 4 сантиметра, я убираю. 56. Я сказала, да, уже смотря какая у вас ткань. Если вы хотите больше свободы, то вы оставляете. Если ну, я, допустим, не хочу. В принципе, можно было и габардин тоже сделать так, с такой свободой, но я не хочу. Тогда, получается, вот эту вот, я сейчас вот этой ленточкой уберу вот эту линию. И сюда уже от этой точки я откладываю свои 4,8, да, 4,5. Я отложу 4,5. Вот так, у меня тут прям совсем чуть-чуть, получается, линия сдвинется немножко. Так. Линейка не прилегает почему-то. Вот, и у меня получается вот это будет передняя половинка, вот это будет задняя половинка. Что касается передней половинки, я просто делаю вот такой вот полукруг, соединяю вот эту точку с вот этой линией, да, то есть, ну, как бы на глаз. Давайте я скажу. У меня от верха получилось 8 сантиметров, то есть от этой линии вверх получилось 8 сантиметров вот сюда. И вот я соединила. И здесь у меня получилось 2, 2,8, 2,5, где-то вот так. Что касается, давайте сразу отнимем 5 сантиметров вниз, отложим. Но, кстати, я заметила, что для меня эти 5 сантиметров мало. То есть я еще бы отложила бы 1 сантиметр. Ну, я думаю, что сразу возьму 6 сантиметров. Если вы не уверены, лучше возьмите 5 или даже 4. Особенно если у вас есть животик. Здесь я ничего не отнимаю, но вот эту линию я делю, вот это вот расстояние я делю на 3 равные части. То есть если у меня 33, значит примерно 11 сантиметров от этой линии вверх. Я соединяю плавной вот такой дугой вот эти две точки. Так, и здесь у меня получилось 4,8 примерно, да? Ну, да, примерно с 4,8. И теперь мы с вами соединяем, во-первых, вот эту точку, где я отложила 6, у вас это, возможно, 4 или 5, вот сюда, вот с этим уголочком. Я соединяю прямой линией. Дальше, вот отсюда, от этой точки, по новой линии я откладываю 3 сантиметра. Ой, так. И соединяю вот с этой точкой, где мы с вами не закончили вот эту полудугу. Вот так. То есть вот у меня получается, вот начинается задняя половинка, вот так она уходит вот сюда. Дальше, вот здесь у нас уже получается прямой угол. Вот тут получается максимально прямой угол. Чтобы сделать вот сюда прямой угол, нам нужно добавить вперед, вот так, вперед добавить хотя бы 1-1,5 сантиметра.
По спинке мы делаем обязательно, но если у нас ткань не эластичная, если у нас мало прибавок, мы здесь можем до 2 сантиметров убрать, вот сюда отложить. А сюда мы добавляем, если у нас есть животик и если ткань не эластичная. И во-первых, ткань не эластичная, во-вторых, цельнокроенный пояс. То есть мы будем пришивать прямо вот к срезу резинку, да, и подворачивать. Поэтому, чтобы нам удобно было пришивать, нам нужно максимально сделать прямой угол. В принципе, по задней, то есть по верху все готово. Теперь что нам нужно? Во-первых, мне вот эту линию, вот эту, где у меня будет край, второй край брюк, мне нужно ее продлить дальше до конца. Здесь у меня 4 сантиметра, я как раз вот убирала, вот они у меня 4 сантиметра. Так, я просто продлеваю, что это у меня будет просто срез. Брюки у меня будут прямые. Кстати, что касается длины брюк, вот это расстояние, вот это, у меня это 56 сантиметров. Не знаю, как пользоваться этим калькулятором. 56 мы делим пополам, вот 28. Так, и для контроля вверху я откладываю 28. И вот эта часть, то есть вот эта вот линия у нас будет центр. Так, теперь сюда. Сколько здесь получилось? До конца. Вот так. И я до конца сейчас проведу центр. То есть это получается боковая линия. Не центр, а боковая линия. Боковая линия брюк. И как раз по боковой линии брюк мы с вами откладываем длину брюк. То есть вот от этой уже линии, вот она у нас уже все, вот это все вырежется. Вот от этой точки по центральной линии или по боковой мы с вами откладываем длину брюк. И измеряем, конечно же, также, да, по блоку мы измеряем брюки. Ну, допустим, конечно же, с учетом прибавки и с учетом резинки. То есть вот я сейчас длину до пола измеряю. И плюс 4 сантиметра у меня для резинки. Значит, 106. Мне нужно отсюда отложить 106. Ну, я обычно откладываю 107. Что-то, видимо, я не так. Так, теперь вот отсюда мы измеряем, сколько получилось. У меня получилось 110,5. Ну и для контроля, чтобы линия низа была ровной, я вот так отмеряю 110,5 уже от верхней линии. Так, и здесь 110,5. Так, и прорисовываю же линию низа. Так. Линию по кромочке я продляю ниже. Вот у меня получается брючина. Одна брючина. Сейчас уберу все линеечки. Вот она у меня получается одна брючина. Задняя половинка, передняя половинка, линия нашего пояса. Вот так у нас будет, у меня будет 4 сантиметра. И это будет на резиночку. И вот получается у нас брючина готова. Ткань в 2 сложения, поэтому если мы сейчас вырежем, то у нас получится 2 брючины. Соединяем вот по этой линии, соединяем вот по этой линии, потом разворачиваем и соединяем уже шаговый шов. Что касается, смотрите, если вы хотите брюки заузить без боковых швов, то вы их вполне можете заузить. То есть, смотрите, по низу задняя половинка на 1 сантиметр меньше. Заужается. То есть, допустим, мы здесь берем с вами 5 сантиметров, например. А по передней половинке мы берем 3 сантиметра, 4 сантиметра. То есть на 1 сантиметр меньше, да? Это мы если заужаем. Значит, вот сюда мы с вами заужаем. Проводим линии, соединяем с точкой банта. Ну, то есть вот эта вот точка, да, вот сюда и вот сюда мы соединяем прямой линией. Все, можно оставить так. Но если вы хотите делать боковой срез, вот он, пожалуйста, боковой срез, мы можем сделать его немножко заузить, допустим, по 1 сантиметру. Вот сюда находим высоту бедер. Так, высота бедер уже от этой линии, потому что здесь у нас будет резинка. И вот, допустим, мы с вами делаем, прорисовываем боковой срез. То есть вот такое у меня сегодня видео получается.
такое. Значит, смотрите, здесь 4 сантиметра откладывали, значит, от центральной линии тоже 4 сантиметра сюда. Здесь откладывала 5, значит, сюда тоже откладываю 5. И теперь уже я соединяю вот с этой точкой. Вот с этой точкой. Вот так. То есть, чтобы вот здесь не получился угол, мы соединяем вот сюда. Эти две точки. И получается, вот он наш боковой срез. То есть вот это все мы вырезаем, вот это наша задняя половинка брючин, вот это наша передняя половинка брючин. Теперь, что касается стрелки, если вы хотите на брючках стрелки, мы делим, смотрите, допустим, мы находим с вами высоту колена. Так, муж меня немножко отвлек, давайте продолжаем. Находим высоту колена. От этой линии, линия сидения, да, мы находим высоту колена. Допустим, у меня 33 сантиметра. Высота колена. Ну, или 35, или 40. Давайте я проверю. Да, 33 сантиметра у меня высота колена. Вот мы ее проводим через эти точки. Так. И теперь, смотрите, вот она наша брючина, вот она, вот она, вот она наша одна линия и вторая линия. Мы измеряем от линии до линии ровно 33. И теперь по низу измеряем от линии до линии. У меня получается 27. И делим пополам. 33 делим пополам, 27 делим пополам. Считать неохота, поэтому буду с помощью калькулятора. 33 делим пополам, получаем 16,5. Значит, откладываю 16,5. Вот он будет центр нашей задней половинки. И 27 делим пополам. Получаем 13,5. Значит, 13,5. Вот он центр нашей задней половинки. Через эти точки мы с вами проводим линию до самого верха. Это называется линия заутюжки, либо линия стрелки. Кстати, да, даже при том, что у нас будет талия на резинке, стрелки вполне могут быть. То есть вы можете их делать, можете их не делать. То же самое мы делаем и по передней половинке. Измеряем сначала, измеряем. Значит, у меня получается 25. И здесь от этой уже линии до новой линии, до этой линии измеряем. То есть измеряем только одну штанину, 29. Так, значит, 29 делим пополам, получаем, ну, что такое, 29 делим пополам, получаем 14,5. Вот он мой центр. И 25 пополам, 12,5. Да, вот оно, 12,5. Через эти точки мы проводим линию до самого верха. И это у нас будет линия заутюжки, либо линия стрелки. Так, тут понятно. Теперь, смотрите. Если я не хочу делать боковой шов, вот я его сейчас уберу. Вот нашла тут такую штучку и убираю теперь все линии. Я не хочу делать боковой шов. Вот так я сейчас убираю этот боковой шов, срез, линии боковые. Но я хочу сделать в правильном месте свои выточки. Вот эти линии, они остаются. Допустим, если вы не стали делать вот это вот заужение, да, то есть и заужение тоже, да, я не буду делать, поэтому вот эти линии я тоже убираю. Если вы не стали делать вот эти вот линии заужения, и вы хотите найти, где будет линия заутюжки, значит, вот так, вы центр вот этот оставляете, то есть мы нашли с вами центр, не центр, а боковую линию, да, которая у нас... Мы не будем ее разрезать по этой линии, но нам нужно найти линию заутюжки. Мы просто вот эту линию делим пополам. Вот у меня здесь 37. И эту линию, здесь 33, делим пополам. То есть получается, эти линии остаются на месте. Смотрите, что мы заужаем, мы измеряем, делим пополам. Что не заужаем, делим пополам. У нас вот эти заужения получаются одинаковыми. Поэтому... Тут, в принципе,
Главное найти центральную линию, от центральной до крайней сюда измеряем, делим пополам здесь, то есть по линии колена и по линии низа, и у нас получается вот эта вот линия за утюжки. Вот она. Ну и в принципе все. По этой линии мы с вами будем уже делать складки. Хотите делать складки здесь, либо здесь вы можете сделать выточку, либо здесь у нас будет резинка, но заутюжка, вернее вот эти вот стрелочки, да, мы оставляем. То есть это уже на ваш, как говорится, вкус и цвет. Значит, смотрите, что я делаю. Во-первых, я сейчас убираю вот эту центральную линию. Вот так вот убираю вообще. И у меня остаются линии заутюжки. Все, можно, в принципе, вырезать наши брючки. Я сейчас вырезаю уже по линии талии. Так, не забываем, что вот здесь у нас будет резинка, ни в коем случае не отрежьте. Так, задняя половинка у нас идет со скосом. Я надеюсь, всем видно. Камера у меня достаточно далеко стоит. Сегодня я снимаю на одну камеру, потому что видео у меня сегодня такое быстрое. Хотела все попроще, по-быстренькому сделать. Так, значит, одна боковинка. Ну, то есть это у нас получается внутренний шаговый срез. Так, кстати, мне там нужно утяжелитель, чтобы у меня ткань не уехала. Немножко подтянуть и поставить утяжелители. У меня там большой кусок ткани, отрезок. Все припуски мы с вами учли. Я, кстати, сейчас скажу вам, сколько у меня ушло. Вот так вот здесь не отрезано, сколько у меня ушло на брючки. Так. 111,5 сантиметров у меня ушло ткани. Но здесь я потому что выравнивала, там всякие прибавки на резинке, на подгибке. И мой рост 160 сантиметров. И вот так вот, если от талии до пола, у меня получается 102 сантиметра. Вот представьте себе, 10 сантиметров у меня просто вот прибавка, во-первых, на то, чтобы выровнять шов, во-вторых, на подгибку, на резинку, на свободу. Вот, пожалуйста, плюс 10 сантиметров. Так, вырезаю дальше. У меня, я уже говорила, брючки будут совершенно прямыми. Если вдруг мне в процессе работы захочется что-то прибавить, вернее, что-то убавить, наоборот, то я вполне это могу убавить в любой момент. Обратите внимание, как я вырезаю здесь. Смотрите. То есть вот этот 1 сантиметр, который я добавила, здесь у меня, по-моему, 1,5 даже, я вырезаю вместе с ним, потому что вот этот угол у меня должен быть ровный, и вот этот, то есть прямой, да, прямой угол. Так, значит, теперь у нас вот эти линии нам все будут не нужны. Как хорошо мелком рисовать, что они быстренько вот так легко все убираются, да. Так, ну это тоже, в принципе, будет не нужна линия. Здесь понятно. И вот эта линия тоже будет не нужна. Будет нужна только линия заутюжки. Так, все. Линию заутюжки нам нужно перенести назад, ну то есть на другую сторону. Я могу сделать так. Вот так вот немножко отгибаю и переношу меточку. Чуть-чуть отгибаю, буквально 0,5-0,7 и переношу меточку. То же самое по переду, то есть по верхней части. Отгибаю и вот переношу метку, вот эту линию, просто переношу вот так сюда. Понятно, да? И то же самое здесь. Все, теперь переворачиваю, выкладываю красиво ровно, чтобы никаких перекосов не было. И провожу, то есть соединяю эти точки. Так, так, так. Так, так, так.
буду ориентироваться на эти линии, когда буду строить складку. Так, что касается складки, давайте уже вот на этой, скажем так, грязной стороне будем прорисовывать. Что касается складки, я, кстати, могу вот так одну оставить половинку, да. Итак, меня снова отвлекли, я поэтому, кстати, и говорила, что когда муж в отпуске, я не могу ничего снимать, потому что все время за спиной что-то происходит. Итак, я остановилась на том, что по линии заутюжки, вот по переду, да, у меня будет складка, и по линии заутюжки я буду ориентироваться, чтобы заложить складку. Смотрите, у меня здесь не слишком много свободы. Мне нужно оставить на резиночку, то есть в любом случае, да, потому что я должна войти в брючки, и нужно заложить складку, и вот это место от складки до складки у меня резиночка не будет. То есть, вернее как, я делаю так, что у меня резинка сплошная, а здесь просто расправляю, и сборки начинаются от складки до складки. То есть вот так, по задней половинке, по переду нет сборок. Поэтому мне нужно рассчитать таким образом, чтобы у меня получилась и складка, и сборка. Значит, считаем. У меня получается, где мой метр? Так, теперь мы с вами измеряем по верхней линии, по линии талии. Но смотрите, учитываем, что здесь у меня будет 1 сантиметр примерно, да, я откладываю. И здесь у меня тоже будет минус 1 сантиметр. То есть я закладываю на швы сюда и сюда по 1 сантиметру. Это примерно у меня получается 53. 53 умножаем на 2, то есть это у нас половинка, получаем 106. И отнимаем мои 96. Так, 106 отнимаем мои 96, получаем ровно 10 сантиметров. 10 сантиметров на свободу по линии талии. Я имею в виду не для талии, а для того, чтобы мне войти, потому что здесь будет резинка, и талия, конечно же, будет меньше. Вот. А чтобы мне, чтобы я вошла легко, чтобы не вот так натягивала прямо, а чтобы легко войти, у меня 10 сантиметров. В эти 10 сантиметров я заложу складочку по переду, остальное будет у меня на резинку. Значит, вот она моя линия заутюжки. Вот здесь я и буду делать складку. Складку я буду делать, смотрите, вот эту линию, кстати, я зря ее убрала. Ну, она у меня видна, но она все-таки, наверное, нужно будет, чтобы она удобнее будет, если она будет ярче. Значит, вот эта вот линия заутюжки, чтобы вам было видно. Вот я ее вот так закладываю по линии заутюжки и по линии, то есть вот эта линия должна совместиться, да. И смотрите, вот эта наша складочка, ну, опять же, если вы делали большую прибавку, то она может быть и до 3 сантиметров. То есть вот так, 3 сантиметра одна часть, да, то есть вот так, смотрите, мы закладываем с одной стороны линии заутюжки и с другой стороны 3 сантиметра, вот так. И теперь соединяем. Здесь я закладываю вот так, здесь она у меня получается вот так. И вот она у меня 3 сантиметра складка. Вот она. Но я себе делала поменьше свободу, поэтому и, конечно же, и складка будет тоже поменьше. Я для себя решила, что моя складка будет 1,5 сантиметра. Даже, в принципе, можно 2 оставить. Наверное, 2 оставлю. Ну, можно вот так. Значит, 2 сантиметра. Сюда, 2 сюда. И чтобы было видно, вот так еще раз 2 сантиметра, чтобы вот так, смотрите, я закладываю вот сюда, делаю вот здесь, вот так, накладываю на линию, чтобы вот эти линии сошлись. И вот эта меточка, вот она у меня, до этой меточки я складываю. Вот она у меня складка будет 2 сантиметра. Соединяю вот здесь, соединяю вот здесь. И можно еще... Если, допустим, ну вот здесь у нас будет резинка, да, а можно складку эту продлить ниже. Вот так, допустим, мы ее можем прошить вот здесь, либо вот так, ну, скорее всего, вот так, да, по вот этому сгибу можем прошить, либо вот так, ну, то есть 2 строчки можно сделать вот так. Дальше, вот эта линия, дальше мы можем сделать ее, как бы продолжить ее в стрелку, а можем просто вот так слегка припарить.
и сюда оставить как свободу. То есть припарить, чтобы вот так она не торчала. И дальше от складки, вернее даже вот у меня здесь 2 сантиметра, вот он сгиб, да, вот он, чтобы вам было видно. А вот тут, вот здесь заканчивается 2 сантиметра. От этой точки дальше у меня будет уже резинка. Я думаю, что понятно. И, естественно, нам нужно все это перенести на вторую сторону. Так, где мой мелочек? Мелочек. Переносим на вторую сторону. Вот она моя линия заутюжки по переду. 2 сантиметра. 2 сантиметра. Это чтобы мне было видно. И 2 сантиметра. Обратите внимание, складки я закладываю во внутреннюю часть. Но можно, в принципе, и во внешнюю. Да, можно, наверное, все-таки и во внешнюю. Вот так я, наверное, сделаю в этот раз на внешнюю сторону. 2 сантиметра, не больше. Вот так у меня будет на внешнюю сторону. Значит, вот так тоже. Булавочка. Здесь, кстати, тоже можно предварительно прорисовать линию, где будет пришиваться резинка, чтобы было видно, да? Чтобы правильно заложить складочку. Вот так я закладываю и 2 сантиметра отсчитываю. Мешает. Не больше, не меньше. В принципе, можно, конечно, и больше, и меньше. Это уже по вашему желанию. Как хотите, так и делайте. Но вот я захотела так, что чтобы у меня еще на сборке как бы хватило места. Так, здесь тоже булавочку я пониже еще сделаю. Одну. Так, складка в принципе готова. Мы можем ее сейчас сметать. То есть мы можем вот так ее, да, сделать. И можно вот так вот пару раз. Можно на машинке сделать как бы закрепочные строчки, которые потом будут уходить. Ну, то есть уберем. Вот смотрите, я сейчас себя не вижу. Вы меня видите, да? То есть без резинки. Вот эта часть будет без резинки. Вот она наша складка. Вот эта складка. Ой, так. Вот так. Вот эта складка. Она либо вот так вот загладится. Ну, примерно вот до вот этого состояния мы ее загладим, да, и либо можем дальше продлить ее как стрелочку, то есть она у нас будет как стрелочка впереди, и дальше будет сзади будет резиночка, то есть ну, на резиночку у меня там как бы не очень много, но я так и хотела, как бы я не хотела, чтобы брюки из габардина, она достаточно плотная, она, если больше много резинки будет, то она будет просто стоять колом, ну некрасиво. Конечно, это все можно припарить, все можно сделать влажную тепловую обработку, но все-таки, если это будет какой-нибудь шелк, какой-нибудь вот такой вот мягкий материал, сейчас покажу, вот это вот у меня софт, даже софт подойдет, да, можно будет для софта тоже можно делать больше сборок. То есть вот и складочку можно будет, как у меня у этих брючек, можно будет побольше сделать, до 3,5 сантиметров, и сборочки побольше. То есть вот можно. Софт у нас тянется, ну как тянется, чуть-чуть эластичности есть по ширине, а по длине еще меньше. Поэтому если вы делаете из софта, например, то тоже не забывайте о прибавках именно к высоте сидения. Значит, смотрите, вот она моя изнанка. Лицом к лицу я складываю, соединяю срез по переду, вот он у нас маленький, вот этот вот изгиб, и сшиваю его. Я сшиваю обычно на оверлоке, делаю закрепочную прямую строчку рядом, но если мы, допустим, смотрите, я сейчас сколю булавочками и покажу, много раз показывала этот способ, как я делаю именно вот эти швы по переду и по спинке. Если мы делаем такой шов, то можно, в принципе, и не делать вот так после оверлочного закрепочный. Смотрите, вот я прошила оверлоком, раскрыла, положила шов на одну сторону и прострочила, ну лучше это делать на лицевой стороне, прострочила на 0,1-0,2 от сгиба, от строчки, да, то есть как бы я делаю закрепочный шов. Если это ткань трикотажная, то можно взять зигзаг или прерывистый зигзаг, то есть тоже будет очень классно. Значит, сшиваем точно так же
по задней половинке. Вот так я сейчас булавочками. Значит, сейчас мы сшиваем по задней половинке и по передней половинке. Сшиваем так, как я сказала. Дальше мы вот так разворачиваем. Вот она наш шаговый шов, да? Вот она наша одна штанина, вторая штанина. Мы сейчас также скалываем и сшиваем. Но мы здесь уже сшиваем, как я первый раз сказала, на оверлоке и рядом с оверлочной строчкой, ну примерно в 0,1 от оверлочной строчки, прокладываем прямую закрепочную строчку, чтобы оно у нас ничего не расходилось. И здесь в заутюжку шов, то есть он у нас будет на одну сторону заутюжен. Если у вас будет боковой шов, то боковой шов обычно сшивают и разглаживают в разутюжку, то есть шов обрабатываем отдельно срезы и шов в разутюжку. Значит, я сейчас сшиваю, получается, 3 среза по переду, по спинке и вот этот шаговый шов. И покажу кое-какие нюансики еще. Итак, я сшила переднюю и заднюю половинку. Во-первых, я прострочила, я одну строчку сделала, вот они мои складки, чтобы они у меня просто не разбегались. Застрочила, сшила переднюю половинку, заднюю половинку. Конечно же, я, как и сказала, закрепила шов с лицевой стороны на 1-2 мм от шва самого, от сгиба. И прострочила шаговый шов. Оверлок, прямая строчка, примерно 2-3 мм от оверлочной строчки. И вот в этом месте, понятно, да? Значит, здесь, чтобы шов вот так вот не торчал, вот так не стоял колом, я от средних швов, передняя, задняя половинка, вот они у меня, да, в одну и в другую сторону просто зигзагом прострочила, примерно 8-10 сантиметров в одну сторону и в другую сторону, чтобы он у меня просто был плоский. Теперь я сейчас заглаживаю, разглаживаю то, что у меня сейчас получилось. То есть я отглаживаю передние, задние половинки, то есть шов. И вот этот шов шаговый, я его сначала вот так заглаживаю, а потом на сторону, куда я его застрочила. То есть получается вот так раскладываю и заутюживаю на одну сторону. Итак, отгладили брючки. Теперь берем подходящую резиночку. У меня вот 2 сантиметра. Вот эту возьму. Она помягче. Значит, резиночка у меня 2 сантиметра. Тут зависит от нашей мягкости, эластичности резинки. То есть я почему вот эту выбрала, потому что у меня есть такая же шириной, но она достаточно такая сама плотнее. Вот эта вот она мягче, тоньше, это плотнее, грубая и очень такая плотная, да, поэтому я ее не выбрала. Она для других целей у меня будет. А вот эта, она такая мягенькая, тоненькая и очень эластичная. Я беру свой обхват талии 80 сантиметров, и минус где-нибудь процентов 15. Почему 15? Потому что сверху я еще буду делать закрепочную строчку, и, конечно же, резинка, она немножечко еще расслабится. Если вы не будете делать сверху резиночки закрепочную строчку, я зигзагом прострачиваю. Во-первых, такой способ делает сам пояс гораздо тоньше, он не будет топорщиться, вот здесь не будет уплотняться. А во-вторых, резинка внутри не будет переворачиваться. Если вы не будете, то минус 10%. Значит, у меня 80 сантиметров минус 15%, получается 68. 68 сантиметров мне нужна резиночка. Значит, вот так я откладываю 68 и отрезаю. Опять же, смотрите на свою резиночку. У меня она мягкая, тонкая, очень эластичная, поэтому я уберу 15%. Если у вас такая она погрубее, то можно поменьше.
Теперь резиночку закольцовываю. Предварительно краешки нужно обжечь зажигалочкой, чтобы они не махрились. Так, слегка припалить. Все, и вот так закольцовываю. Я буду зигзагом строчить. Так, ну и теперь, надеюсь, всем хорошо все видно. Смотрите, вот она моя резиночка, вот она моя талия, вот они мои складки. Вот они, мои складки и центр. Значит, я вообще вот этот шовчик я убираю на спинку, на заднюю половинку. Ну, примерно чуть-чуть левее, чтобы он не совпадал вот с этим швом по спинке, да. Значит, ну, приблизительно вот так чуть-чуть отодвигаю. Вот у меня центр. Я прикладываю вот так срез к срезу, то есть край резинки к срезу и прикалываю. Резиночка у меня закольцована, то есть я не стала резать от складки до складки. Вот это место у меня будет просто вот так вот приколото. То есть я буду просто пришивать от складки до складки без натяжения резиночку. И уже отсюда сюда я ее буду распределять. Смотрите, вот от складки до складки по переду я ее не растягиваю. Вот. Вот как она у меня ложится, так я ее и буду сшивать. Надеюсь, видно. Теперь мне нужно распределить резиночку дальше по оставшейся половинке. Я вот таким образом нахожу центр. Вот так, центр по спинке. И прикалываю к центру на задней половинке брюк. Дальше я распределяю вот таким образом. Вот так. Видите, от булавки до булавки. Вот. И опять же соединяю вот так. И таким образом я распределяю полностью всю резиночку по оставшейся части талии. Можно, конечно, сначала ее приметать, но я думаю, что, в общем, я ее никогда не приметывала. Я не знаю, удобно это или неудобно. Конечно, если вы привыкли предварительно перед шитьем все приметывать, сметывать, то, возможно, вам будет удобно и сметать. Но я буду строчить сразу на оверлоке. То есть тут я уже вот так делаю. Сразу на оверлоке пришиваю резиночку со срезом. Вот именно вот этот срез. Лишние махрушки будут сразу срезаться. Оверлок срезает край. И фиксироваться. То есть мы сразу фиксируем резинку со срезом талии и дополнительно закрываем вот этот вот срез. Шов. Ну, то есть, да, срез, чтобы он не махрился. И это еще не все. Мы с поясом еще будем 2 строчки по поясу прокладывать. Вот сейчас я прокладываю вот так, как приколола, вот так я прокладываю строчку на оверлоке. Начинаю от складки, там, где у нас не нужно ничего натягивать. И шов резиночки у меня не совпадает с центральным швом. Видите? Примерно там сколько? Ну, сантиметра 3. Кстати, вот здесь ниточку я не завязываю, а просто вот так фиксирую зажигалочкой на сторону резинки. Понятно, да, что резиночку мы пришивали к изнанке.
Видно, у меня немножко отличается нитка, поэтому видно. Теперь резиночку подворачиваем на сторону изнанки. Если вам удобно, вы можете строчить, в принципе, вот так. Мы должны с вами строчить вот, ну, примерно посерединке оверлочной строчки, да. Можно чуть-чуть ближе к краю. Можно строчить на передней, то есть на лицевой стороне, если вам так удобно. Значит, если на лицевой стороне, смотрите, резиночка у меня 2 сантиметра. Смотрите, я перевожу иголочку максимум влево. И таким образом у меня 1,5 сантиметра получается ширина шва. Поправляю вот здесь, чтобы у меня был, чтобы вот здесь между резиночкой не было свободы. То есть вот здесь должно быть все вплотную. И вот таким образом я буду строчить. То есть получается ширина где-то, нет, я, наверное, чуть-чуть все-таки отступлю вот отсюда, где-то примерно миллиметра 3. И вот так я уже буду строчить. Тогда я, да, попаду прям почти возле края. Опять же, здесь у нас резиночка не натянута от складки до складки. И я просто вот так строчу. Смотрю, чтобы у меня не было вот здесь никаких пузырей. Ориентируюсь вот на это место. Здесь у меня от лапки примерно 3 миллиметра. И прошиваю до складки. Так вот все поправляю до складки. А дальше то же самое я натягиваю. Здесь все выправляю, поправляю. Натягиваю так резиночку. И также на том же расстоянии прошиваю. И так по кругу до следующей, до второй складки. Ну, то есть от шва до шва, да? Здесь мы это все будем соединять. Кстати, я сказала, что делаю закрепочный шов, чтобы резинка не переворачивалась. При таком способе резинка в любом случае не перевернется, ее можно не делать вот этот сверху закрепочный шов. Но я люблю, если резиночка больше 2 сантиметров, сверху вот так просто пройтись зигзагом. Сейчас я просто ее пристрачиваю к поясу окончательно, перевожу обратно на центральную, то есть положение центр. Далее, ну примерно 1,5-2, ну, наверное, где-то 1,8 длина стежка и прерывистый зигзаг. И теперь, ну, я тоже буду на лицевой стороне. Начну, наверное, от складки. Я просто по серединке, то есть от края, вот этого края до шва, вот просто между, я строчу зигзагом. Прерывистым зигзагом. И нам осталось подшить брючины. Прежде чем подшить брючины, нам нужно еще раз примерить. То есть вообще, в принципе, это будет, наверное, первая примерка. И уже на себе мы с вами смотрим, сколько нам сделать подгибку. Подгибка будет двойная. Ну, если что касается габардина, можно просто сделать подгибку двойную и прострочить строчкой. Можно сделать, конечно же, двойную строчку и потайными стежками ручными. То есть можно всякими способами. Я буду сейчас строчить просто двойной подгибкой. Итак, брючки у меня готовы. Я их сшила, подшила, все отгладила, все отутюжила и уже даже примерила. В общем, мне брючки понравились, комфортные, удобные. И что, кстати, я хочу сказать, когда я примеряла, если вы не хотите сборки на талии, а хотите, например, вот чтобы они были вот так вот гладкие, ровные, то тогда вы можете сделать либо складки по спинке, по задней половинке, либо выточки. И можно, в принципе, сделать застежку. Застежку можно сделать по переду, можно сделать боковые срезы, как я показывала ранее, да, и застежку сделать, допустим, молнию потайную в боковом срезе. И что касается низа, даже при таком
крои, то есть при том, что у нас будет талия не на резинке, а с выточками, с боковыми швами, штанины могут быть вот такими прямыми, то есть можно их не заужать. Можно заузить, можно не заужать, то есть это уже зависит от вашей фантазии. В общем, я на сегодня с вами прощаюсь. Надеюсь, что вам была полезна эта информация. Надеюсь, что вы нашли что-то для себя новое и интересное. На сегодня всем пока. До новых встреч.